poquito. Daddy. Первый Titanfall. Популярная тема последнего времени в наших узких кругах. Игру часто вспоминают в самых разных местах, твиттерах, реддитах, TF.ru, восхищаются редко публикуемым геймплеем, вспоминают, как круто было играть в первые Титаны и сетуют, что в наше время дедушка Фронтира официально не продается, и хотя сервера давно починены и вполне юзабельны, игроков раз, ноль и обчелся. Что по мультиплееру? В последние годы у игры сформировалось очень малочисленное, но вполне преданное сообщество. Это буквально единовременный средний онлайн в 10-20 игроков на ПК, с которыми можно погамать в строго вечернее время, а именно с 21:00 по 23:00 МСК. Это самое идеальное окно для попадания в мультиплеер. Само собой, главный режим — это истребление. Очень редко кто-то кооперируется там в оборону Фронтира, и еще реже на сетевую кампанию, причем, когда вы наводитесь на любой из игровых форматов, онлайн всегда отображается 0 игроков. Но это не значит, что вообще никто не играет, просто этот счетчик уже несколько лет как сломан. Поэтому, если есть желание погамать в первые Титаны, заходить строго в вышеуказанное время и режим. Но здесь, конечно, не факт, что вы найдете целую пачку для игры в то же истребление. Когда в лобби будет 4 игрока, когда 8 или 12, здесь как попадете. Кстати, на Xbox проблемы с базой игроков не так очевидны, если верить тому, что я слышу и вижу, минимальный онлайн в несколько десятков человек и выше гарантирован. Само собой, в основном играют старички, а иногда даже максимально лютые стариканы. И по первости будет очень больно, глубины терпения потребуют длительного растяжения, к тому же в мультиплеере иногда, а порой и часто, попадаются читеры, спидхаки, валхаки, АМ-боты, легальные смарт-пистолеты как основное оружие. В мертвой игре 11-летней давности порой встречается и такое. Поэтому, если вы несколько чувствительны к подобным субстанциям, товарищ, ничего кроме подрыва седалища вас здесь не поджидает. Возможно, бесчестные игроки, которых вы встречали когда-то давно ранее, много-много лет назад, до сей поры фанятся в этом мультиплеере, который обрызгает теми самыми воспоминаниями, словно ледяным душем. Ну а если вы абсолютно новенький, интересующийся и не гамали даже во вторые Титаны, ну так сказать, подумайте трижды. Стоит ли тратить деньги для покупки по full прайсу древней игры, причем на сторонних площадках, или же сэкономить на что-нибудь посвежее, те же вторые Титаны, которые живее всех живых. Да-да, первые Титаны не продаются ни в Steam, ни в скоро закрывающемся Origin, ни в EA Play App. Физические носители все еще находимы, цифровые ключи также в наличии. Так что, если хорошо покопаться в гугле, вы обязательно что-нибудь дообнаружите. Лично я рубился в Titanfall 1 почти каждый вечер в последние 2-3 недели. И для меня как бы ничего не изменилось. Вот в какие первые Титаны я играл в 2016 году, а именно тогда я познакомился с серией. В принципе, в такие же первые Титаны я играю и сегодня. В этом мультиплеере изобилие классного, необычного и во многом отличимого от второй части. Визуальный стиль здесь более приближен к ранним Call of Duty, которые от Зампеллы. Цветовая палитра не такая мультяшная, как во второй части и тем более в Апексе. Паркур не настолько разгоняемо скоростной, имеет некоторые пределы для начинающих и даже средненьких игроков. Не каждая плоскость здесь достаточно гладкая для наклонного бега. Прыжки не такие резкие, стрельба здесь менее казуальная, и рубить всех направо и налево из САРа или Р-97, скажем так, стреляя от бедра дальше средней дистанции, здесь такое также гладко не получится. Разброс присутствует, и он ощутим на фоне сиквела. Вот, к примеру, для ППшки САР
в наличии специальный модуль для более кучной стрельбы, который нужно еще открыть, выполняя заданные мини-челленджи, и это касается также прокачки поколений пилота. Просто так, набивая по 20-30 фрагов и тратя энное количество часов изо дня в день, этого недостаточно для повышения уровней. Некоторые приколы из сиквела здесь также присутствуют. Например, зажим гранат работает почти так же эффективно, просто тайминг зажима здесь чуточку меньше. А устранение пилотов происходит таким же образом ванбумом. За эти 2-3 недели, именно в тех катках, в которых я играл, вообще никто не юзал зажатые осколочные, по крайней мере против меня, поэтому подобный нубский элемент в первых титанах абсолютно не в почете, в отличие от вторых. В общем, если вдаваться в сравнение, в первых титанах больше неудобных моментов, которые усложняют геймплей. Или, даже лучше сказать, делают его довольно неудобным. Яркий пример. После любых взрывов происходит слабо контролируемая и продолжительная тряска экрана. Ну а если рядом активировалась дуговая граната, то вообще тушите свет. Неважно, на своих вы двоих или там в Титане, вот игрокам с различными заболеваниями там по части всяческих укачиваний, эпилепсий, болезней Меньера и прочего, вот для такого рода игроков данный мультиплеер я настоятельно рекомендовал бы обходить стороной. На экране зачастую творится какое-то штормовое предупреждение, что даже мне, здоровому человеку, такое осилить порой не под силу. Вот мой максимум это 5-6 каток к ряду, потом иду либо на перерыв, либо в 90% случаев попросту выхожу из игры. Карточки. Это главная имба, которую можно себе представить, такой аналог перков без предварительных условий. Карты выпадают зачастую рандомно после завершаемых матчей, могут включать в себя что угодно, от паучьего чутья на ближайших противников, постоянный скан их же на миникарте. Сюда же ускоренное движение, более смертоносные гранаты, улучшенные варианты стволов, минимизация времени подготовки ядра или самого Титана, а также редкие карты мехов, которых можно вызвать сразу же по началу матча. Разрабы Апекса, вы еще далеко не все высосали из серии, так что берите на заметку. Играя в первые Титаны, вам нужно просто понимать местные замудренные механики, зачастую воюя не с противниками, а с разными кривостями и видениями авторов. Что мне нравится по мехам? Несмотря на то, что их только 3 единицы, они тонко настраиваются по оружию, тактикам, обилкам, скиллам. Конечно, количество переменных строго ограничено, но здесь не как в Titanfall 2, если ты взял Скорча, то вынужден медлительно прожаривать, если противник не хочет попадаться в ограниченные пространства или танцевать на ближней дистанции. Даже самый медлительный по рывкам и крупный по хитбоксу мех Огр может быть оборудован, к примеру, вихревым щитом, пулеметом Монарха XO-16, к примеру, кластерной ракетой и возможность выбора такого смешанного геймплея. Но это дорогого стоит и юзается прям реиграбельно, особенно если вы гамаете в первые Титаны после вторых. На самом деле, я не считаю Titanfall 1 в чем-то там принципиально лучше, чем Titanfall 2. Вторая часть все так же значительно головите доработана в любом из аспектов, вот какой не обозначь, и даже в 2025 году проект не теряет своей актуальности. У большинства, кто впервые зайдет в Titanfall 2 в ближайшие годы, скорее всего не возникнет ощущения, что на экране нечто старое и уже не так плавно поддающееся. Играете вы там на клавомыши мыши или геймпаде, это не важно. Вторые Титаны в каком-то смысле опередили свое время и нисколько не отстают от новинок. К сожалению, Titanfall 1 уже не так дружелюбен, как к тем игрокам, кто гамает впервые, так и к старичкам, кто либо очень редко заходит, либо не играл пару-тройку лет и более. Но поверьте, если так сойдутся звезды, что вы сможете поиграть хотя бы пару десятков часов и более, скорее всего вы сами начнете задавать себе вопросы, а really Titanfall 2 более доработан, чем первые Титаны. Пусть не в целом, но хотя бы в некоторых аспектах. Ну и главный бонус. У обеих игр есть общая проблема – это рукопашка. В первой части она работает очень патужно и не всегда регает как надо. Во второй части это самая ультимативная
и быстрейшее решение в устранении вражеских пилотов. Этот мультиплеер как минимум достоин 2-3 сотен онлайна. Устанавливайте и играйте, потому что скорее всего через год-другой Electronic Arts может в принципе закрыть сервера. Подобный опыт у них уже имеется. Это был Ремейкер. Отключаюсь. Внимание, Титан будет готов через 30 секунд. Готовность Титана через 15 секунд. Титан готов к запуску. Вызывайте при необходимости. Командир, ты догоняешь, но мы все еще отстаем. Надо постараться. Классно двигаешься. Мы отлично справляемся. Готов через 15 секунд. Титан готов. Жду вашего сигнала. Пилоты, мы еще больше оторвались от ополчения. Вы славно поработали. Так держать. Классно двигаешься.